разнообразие звуков, что издает природа по утрам, было прервано размашистым стуком домашнего тапочка по створке двери, что отделяло гостевую комнату от балкона, где располагалась старенькая, но вполне надежная кровать, в которую, справедливости ради, я помещался с приличным запасом места. Вопли, которые шли в подарок к этому хлопку, сразу же сказали о том, что пора просыпаться, причем немедленно. Однако глаза мои открылись раньше всего этого, и благостное наслаждение, какое бывает в моменты, когда досматриваешь сон до конца, словно купол, защитило от негативных звуковых волн извне. Сохранить бы в памяти увиденное. Вернуться бы туда еще разок и испытать вновь. Мысленно я пытался остановить время вокруг, чтобы реальный мир не забирал эту красивую историю, что тлела в памяти углями, исчезая картинка за картинкой. Как в фильмах ужаса, когда нечто выпрыгивает прямо на тебя и пугает до мурашек на коже, также меня напугало искаженное злобой лицо бабушки, что внезапно появилось за стеклом зашторенного окна, также разделяющего балкон от гостиной, как и створка двери. Секунд 5 мы обменивались взглядами, которые длились не менее чем вечность. Блаженный мир против обыденного в страшной суете. Подумать только. Во избежание конфликтов пониманий достаточно быть частью общего явления, коему имя жизнь. Возможно ли таить обиду или же злиться, когда известны все причины и степень понимания их каждым из людей? Она спешила, знаю точно, на представление артистов из-за рубежа. Об этом слышал речи телефонные с подругами вчера. В блаженстве моем хоть и была загадка, но не для нее. Ведь дело до меня касалось нахождения ко времени в том месте, что указали на афишах всего поселения. Недавеча недели 2 назад. Конечно же, я знал, что нужно делать в подобной ситуации. Лишь покорение для умудренных опытом — сигнал, что все идет как надо. Хотелось бы, то без сомнений, записать хоть пару строк в уже исписанном стареньком дневнике под подушкой, чтобы запечатлеть моменты сна, но разве можно? Не менее чем вечность, длительность в 5 секунд. Захвачен в плен уже известной суеты, где виноватое лицо как часть антракта. Резким движением руки она смахнула одеяло на пол и удалилась, причитая какое-то заклинание, которое я уже никак не мог расслышать. Раннее утро сегодня особенно прохладно. Я быстро натянул на себя брюки с рубашкой, что висели на старенькой гладильной доске, прижатой к стене, обитой каким-то доисторическим поролоном, и направился в сторону кухонного стола, путь к которому лежал через упомянутую ранее гостиную. Меня уже ждал черный крепкий чай с 2 ложками сахара и несколько кусочков хлеба, с гордо вдавленными в него ломтиками сливочного масла. Отнюдь все не так плохо. В голове, привычно для любого из дней, началась чехарда мыслей о предстоящем, немного размытом догадками и ожиданиями представления. Я знаю, что, как и подобает любому ребенку моего возраста, не должно быть таких потоков мыслительной деятельности, о чем-то не относящемуся к желанию познавать мир праздной и беззаботной жизни, пропитанной постоянным исследованием окружающего мира, мое присутствие в обществе где-либо немногословно, по большей части отстраненное, но не от того, что мне нечего сказать или поучаствовать в какой-нибудь безделице. Нет. Люблю наблюдать за всем со стороны, представлять себя на месте других и проживать эти жизни. В надежде найти в этом хоть какой-то смысл, завершающий целостность картинки бытия конкретно взятой судьбы. Будь таких, как я, миллионы, миллиарды, что из этого бы вышло? Любой скажет, ничего хорошего. Лучше доедать свой бутерброд в молчании, не раскрывать того, что в голове, и принимать все таким, какое оно есть. К слову, квартира, в которой мне довелось поселиться по случаю отъезда родителей, довольно просторна. Каждая комната, коих здесь 3, могла бы вместить полноценную семью.
пускай и бесприданного. Конечно, случиться этому не суждено, так как за многие годы в каждой из них накопилось немало вещей самого разного характера. Например, та, где расположена кровать для сна бабули, усеяна коллекцией из сотен, возможно, даже тысяч пленочных видеокассет, которые были кропотливо записаны на специальном устройстве, чтобы навсегда быть погребенными за слоями не менее впечатляющей коллекции вещей детства, юности и отрочества, в которых было время щеголяла некогда молодая дама с, возможно, тем же неприязненным лицом, что и сейчас. Шкаф под потолок, прибитый временем к стене, ставший с ней единым целым, и в нем отнюдь не Нарния, а груда постельного белья, хаотично разбросанные книги, газеты, журналы, те же кассеты и то, чего не видывал глаз человеческий десятки лет. Нечто, заполняющее пространство до максимального объема, но остающееся в тени, как ни посмотри. Ведь для того, чтобы заглянуть по ту сторону, нужно преодолеть горы вышеперечисленной утвари вперемешку со старыми светильниками, самоваром, обувью, раскладушкой, подушками, сумками, термосами, семейными альбомами и всем тем, что только можно было забрать в дом за долгие годы семейной жизни. А вдалеке, по крайней мере, ощущалось именно так, что вдалеке располагалось окно, солнечные лучи из которого не без невероятных усилий старались осветить все это прекрасное и, в своем роде, удивительное зрелище каждый божий день. Дверь в эту сокровищницу была всегда открыта, благодаря какому-то неопознанному мной пузатому предмету зеленоватого цвета, который ее подпирал, чтобы блюститель порядка мог в любой момент увидеть с кровати, кто собирается проникнуть на территорию. Обзорная часть выходила на коридор, по левую сторону которого, если идти строго на кухню, обосновался раздельный санузел, обшитый все тем же многовековым поролоном с квадратным узором по всей площади. Гостиная, из которой я держал свой путь, смотрела прямо на входную дверь. Точнее сказать, двери. Первую видели соседи, вторую — хранители очага. И, думаю, неудивительно, что она была обшита все тем же «да-да». Мне не довелось бывать в изоляционных камерах для людей, которым страсть как хочется с собой что-то сделать, по причине чего стены там похожи на матрацы. Но почему-то меня не отпускало ощущение некого сходства. Заходя в квартиру, по правую руку находилась комната дедушки. Там все было куда более органично и целостно. Слева красовался сервант, по центру которого находилась хрустальная посуда и некоторое количество шоколадных конфет в обертке. Все, естественно, защищено стеклянными дверцами. По обе стороны серванта были забиты под завязку книжные полки самых разных писателей, литература от детективов до научной фантастики. В некоторых местах стояли семейные фотографии, иконки, таблетки, маленькие игрушки и другие мелочи в тех небольших промежутках, что остаются от края полки до корешков книг. Сверху вниз величаво смотрели вазы, подаренные кем-то когда-то, статуэтки медной лошади, волка и орла. Да, алюминиевый кувшин с одной розой, где бутоном была то ли пластмассовая, то ли стеклянная матовая емкость с алой жидкостью. Снизу находились полки с макулатурой, учебной направленности, тетради, блокноты, школьные учебники, пара дневников и альбомы. Собственно, оттуда и был вежливо украден мой пропитанный желтизной времени друг. По правую сторону возвышался ничем не отличающийся внешне от предыдущей комнаты шкаф, где на металлической трубке отдыхали разносортные вешалки, которые обнимали пальто, куртки, рубашки, халаты и другие предметы, способные укрыть естественную красоту тела человека. Под ними аккуратно сложенное не во всех местах постельное белье и те вещи, что не поместились на плечиках упомянутых вешалок. Далее приземлилась двуспальная кровать, за которой стоял непримечательный квадратный столик, помещающий на себе светильник, за которым прозрачная шторка с ромашками или другими неизвестными мне цветами прикрывала окно. Здесь я любил проводить время за шашкой-шахматными партиями с добрейшей души человеком, седовласым старцем, что учил меня правильно ходить конем и отличать ферзя от дамы.
Я сделал последний глоток уже подостывшего чая и, не желая того, поплелся в сторону звуков, издаваемых от закалывания волос в один большой пучок на затылке того, кто сразу же встретил меня залитыми яростью глазами через зеркало туалетного столика, что стоял прямо в прихожей. Вот мы уже вышли за пределы сдавливающих сознание стен. Вот и красота открытого мира немного ослепила глаза. Утренняя свежесть пробила привыкшие к спёртому воздуху замкнутого помещения ноздри. Быстро перебирая ногами, тело впитывало встречный ветряной поток, и уши в мгновение покрылись румянцем, сигнализируя голове, что не помешало бы их прикрыть, пока они не свернулись в трубочку. Я успел на себя накинуть дутую курточку перед выходом, в которой, к счастью, лежала вязаная шапка с двумя небольшими веревками, которые можно было завязать в узел под подбородком, надежно закрепляя ее тем самым на голове, что сразу же и было сделано. Поселение было возведено прямо в русле небольшой речки, сдвинув ее в сторону, и иногда, в сезон дождей, общий уровень воды мог значительно увеличиться, обновляя тем самым различные узоры из камней, глины и песка с небольшой примесью скальной породы, принесенной откуда-то издалека. За ней возвышались леса до самых макушек холмов, как и с противоположной стороны, создавая тем самым ущелье, внутри которого я и находился. Переливами голосов самых разных видов птиц наполнялся обозримый мир, окутанный в какую-то легкую туманную дымку. Мы то и дело догоняли, перегоняя идущих вместе с нами к одному и тому же месту людей. Многие лица были отдаленно мне знакомы, кто-то приветливо здоровался, у кого-то морщились физиономии в глазах и натягивалась фальшивая улыбка, кому-то было не до нас. Человеческий кисель, как градиент, заполняющий своим цветом эмоционального фона конкретно взятую точку по течению для смотрящего на него из нее. На улице бабушка была не столь многословна. Она всегда переживала, чтобы люди не подумали чего лишнего. Только сжатием руки, в которой находилась моя, или острым взглядом, в принудительной форме регулировалось наше движение и манера поведения в обществе. Мы почти пришли. Это стало отчетливо ощутимо, когда плотность тел заметно увеличилась, и где-то за головами, до которых я не достал бы рукой с прыжка, начала играть музыка. Мелодия была необычная. Протянутые высокие ноты, как будто женский голос, нарастающий в пространстве. Это проникало за пределы барабанных перепонок прямо в мозг, приятно его расслабляя. Мотив этот мне прекрасно знаком.